В наступившем 2026 году на замену Tower Battles есть уже тонна конкурентов, и игра постепенно начала терять популярность. Обновлений нет уже который год, а приток новых игроков становится все меньше и меньше с каждым днем. Оставшимся игрокам приходится самим придумывать челленджи, чтобы хоть как-то себе занять. Но как все началось? Как проект развивался на протяжении почти 10 лет? Для этого нам придется окунуться в далекий не 2017 год. Да, мы привыкли считать, что разработка стартовала в год релиза, но на деле Planet потратил больше года, прежде чем выпустить проект в свет. Многие также считают, что релиз состоялся еще в 2011 году, исключительно из-за даты создания самого Плейса. Но до появления Tower Battles Planet разрабатывал совершенно другой проект. Ведь если заглянуть на веб-архив того времени, можно увидеть вот это. Да, так выглядела игра в 2013 году. Как видите, ничего общего с нынешним Tower Battles. Обычный Hangout Place для игроков с Builders Club. Но уже к 2015 году Planet почистил его, оставив страницу пустой до переломного момента в 2016, когда у него, предположительно, и загорелось желание разрабатывать то, что мы имеем сейчас. Мало кто знает, но Planet очень любил создавать твинки для самых разных целей. Одним из таких аккаунтов является Joyful. Трудно сказать, кто обнаружил его изначально, но Joyful находится в друзьях у Планета, и именно туда заливались некоторые ранние ассеты. Сам профиль ничем не примечателен, кроме описания, где был оставлен код для добавления друзей Steam, и плейс под названием Тест, к которому мы вернемся чуть позже. Если изучить инвентарь этого аккаунта, мы увидим старые ассеты, которые позже попали в основную игру. Почему Planet решил хранить их именно здесь – загадка, но стоит пролистнуть чуть ниже, и мы наткнемся на 3 декали, сделанные в конце июля 2016 года. Они напоминают дизайн башен Tower Battles, хотя выглядят, грубо говоря, ужасно. Низкокачественный скаут с каким-то упоротым лицом на бесполезном подиуме, или солдат с огромной снайперкой. К счастью, уже через пару дней Planet одумался и убрал лица с подиума, что привело дизайн к тому виду, который мы имеем сейчас. Далее о процессе разработки почти ничего не известно, за исключением одного ассета, который сохранился до наших дней и все еще публично доступен. Ассет Станера, залитый еще в октябре 2016 года, живет по сей день и даже используется в игре. Это прямо подтверждает, что активная работа началась почти за год до релиза. На данный момент эта башня доступна исключительно самому Планету и паре доверенных тестеров. К сожалению, на этом цепочка публичных ассетов обрывается, и информация о ранней разработке угасает. Тот самый Place Test, созданный на аккаунте Joyful, сейчас находится в закрытом доступе из-за нововведений Roblox, но насколько нам известно, он использовался для тестов Tower Battles и обновлялся вплоть до самого релиза. К счастью, пару скриншотов сохранилось, хотя, честно говоря, пробовать там было особо нечего. Из интересного можно подметить барьер в виде войда со 100 хп, который не позволял вам пройти дальше первой волны, пустые слоты для башен и возможность отправлять нормалов, которые на тот момент носили название Волкер. Наступает лето 2017 года, и 26 июня выходит первое доступное видео по Tower Battles под названием Game Test Tower Battles. По факту, это просто видео из альфа-стадии игры, где у зомби стоп-моушен анимации, где далеко не самый лучший баланс, но зато максимально аккуратный таймер в конце игры. Ну, почти. Так или иначе, с того момента по факту ничего не происходит. Игра просто продолжает развиваться и постепенно выходит в бета-тест, что можно определить по некоторым скриншотам из старых видео. К слову, пока игра находилась в бете, вы бы не смогли закончить матч, так как после всех волн игра просто заканчивалась на этих двух монологах. Наград, соответственно, никто не получал. Предположительно, 11 августа 2017 года Tower Battles наконец-то выходит в полноценный релиз, представляя нам целых 13 башен. Скаут, Снайпер, Фрагер, Команда, Криоганер, Патруль, Шотганер, Солдат, Ферма, Авиатор, Флейм, Фазер и Тавер. И естественно 2 режима, коими являются Versus и Выживание, насчитывающие на тот момент всего 33 волны, где в роли финального босса выступал Void. И наверное встает вопрос, почему нет отчетливой даты релиза. Видите ли, даже несмотря на то, что предположительный релиз состоялся в августе 2017, игра все еще находилась в бета-тесте, и это можно было определить либо в старом лобби, где на билборде написано бета, либо определить по монологу, который появлялся после победы выживания. Да, спустя некоторое время лобби обновилось, и табличка с бета-тестом пропала, но монолог не обновлялся вплоть до 2019 года, где позже была изменена структура волн. Игра начинает набирать большую популярность среди других плейсов и врывается на главную страницу Roblox. И очевидно, что Planet не дремлет и выпускает обновления чуть ли не еженедельно, постоянно добавляя новый контент. Так, первое обновление выходит через день после релиза, где по факту из изменений были лишь фиксы и ребалансы, за исключением одного. 1 на 1 режима, для игры в котором тебе нужно было иметь 40 побед. По факту, этот режим был предназначен для игроков, которые уже достаточно набрались опыта для более сильных противостояний, то есть про-арена. Но так или иначе, эта идея месяцами позже была вырезана из игры, да и в принципе не пользовалась спросом.
И вот 19 августа выходит еще одно обновление, добавляющее рейлганнера как лейтгейм ДПС башню, баланс которой затрагивался очень редко. Вслед за этим обновлением идут не сильно релевантные ребалансы и хотфиксы, которые будут продолжаться на протяжении месяца. 9 сентября Planet добавляет новую карту Kyber Quarters, которая позже чуть ли не станет лицом Tower Battles, ведь именно на ней один из самых известных контент-креаторов по Tower Battles у Josh Metz раньше записывал свои челленджи. Самое гениальное решение приходит на 11 сентября, где единственное, что было добавлено, так это Necromancer Boss и топ-файл игры, который был максимально бесполезен на то время и скорее выступал в роли старых гвардианов. Но уже буквально через 3 дня, а именно 14 сентября, Planet наконец-то добавляет его на 32-ю волну, и вместе с этим продлевает игру до 34-й волны, где уже началось месиво в виде 5 войдов, имеющих по 180 КХП на каждого. Пару недель затишья, и уже 30 сентября в игру приходит командир, самая полезная саппорт башня, которая по факту поменяла абсолютно все и дала глоток свежего воздуха большинству стратегий. Проходит немного времени, и уже 4 октября выходит, наверное, чуть ли не самое важное обновление в Tower Battles — добавление 5-го слота. Это маленькое обновление перевернуло любое понятие составления колод в игре, и сейчас без этого было бы просто никак. Конечно, не все так просто. Раньше за 5-й слот тебе нужно было мало того, что набить 50 побед, так еще и отдать 2000 кредитов. Но даже так, это невероятно полезная покупка. Но позже 5-й слот станет бесплатным и будет доступен каждому новичку. Проходит неделя, и наступает момент, когда 13 октября выходит самый первый ивент в Tower Battles — Хэллоуин 2017, геймплей которого вы сейчас видите на экране. Он принес нам также новую эксклюзивную башню — Scarecrow, или же Пугало, которая по факту является максимально бесполезным, а на данный момент оно вообще не работает. Но даже несмотря на это, ивент выдался запоминающимся многим. Во время того же Хэллоуин ивента, через несколько дней, а именно 16 октября, Planet решает добавить 4 на 4 сервера, которые, к сожалению, прожили недолго, ибо из-за старого кодинга игра попросту не могла стабильно работать, из-за чего на серверах был полный хаос, состоящий из лагов. Проходит почти месяц, и выходит новое обновление, которое принесло нам увеличенную модельку джипа. Ладно, это все шутки, даже несмотря на то, что это реально было упомянуто в ченджлогах, как-никак новую башню Planet все-таки добавил, и ею стали бараки. По правде говоря, что тогда, что сейчас абсолютно бесполезно никому не нужный мусор. У башни есть потенциал, но со старым, да и с нынешним балансом эта башня никуда не годится, и найдется куча альтернатив. Хэллоуин заканчивается 10 ноября, и через 2 недели, 23 ноября, Planet выпускает еще одну новую башню — Мортиру. Невероятно сильная сплэш-башня с огромным радиусом видения и взрыва в том числе. И уже на следующий день Planet решает, что вместе с фиксами багов ему нужно добавить колу Мортире, что он в принципе и сделал, написав об этом в ченджлогах. Целый месяц тишина, и наконец 20 декабря 2017 года выходит второй ивент в Tower Battles — Christmas 2017, геймплей которого вы сейчас видите на экране. Этот же ивент приносит уже более полезную эксклюзивную башню, которая является улучшенной версией Фрайера практически по всем его аспектам. Так же, как и Хэллоуин, этот ивент запомнился многим из-за своего дизайна. К слову, интересный факт — это единственный ивент, который носит название Christmas. Все последующие ивенты будут просто зимними. И вот наступает 2018, и первое обновление этого года выходит аж 22 марта, но оно явно стоило своих ожиданий, ибо оно по факту было довольно масштабным. Пройдемся по порядку. Добавление Зеда — самой известной башни даже тем, кто ни разу не заходил в эту игру, и баланс которой менялся настолько часто в день релиза, что даже представить трудно. Всего за каких-то 60 тысяч баксов вы получали машину-дропитель с миниганом и сплэш-дэмэджем, а также 12 600 хп. Но, как вы могли понять, это далеко не все. На изначальном релизе у Зеда также не было лимита, то есть вы могли спокойно поставить все 15 Зедов, хп которых по 12 600 на каждого, и убить уже нового Войда всего за пару спавнов. К счастью, все обошлось хотфиксами, где Зеда урезали по несколько раз почти до идеала. Через день Зеду наконец-то добавили лимит в 5 штук на игрока. Вместе с ним был добавлен и Мерценари, по факту тот же солдат, только с увеличенным радиусом и полностью автоматической стрельбой. На момент релиза это была вполне себе бесполезная башня и не имела большой спрос до 2020-го. Естественно, новая карта Hunt, которая на данный момент недоступна и, к сожалению, была удалена из игры в 2021 году. Ну и новые волны также не заставили себя долго ждать. Появилось еще 3 новых волны, где и переработали Войда. Теперь он имеет странный красный цвет и появляется один раз на 32-й волне, при этом имея 500 тысяч хп. Ну и учтите, что на тот момент у него до сих пор не было никаких обилок. Также вместе с этим были добавлены такие зомби, как Хайден Босс, Мистери 2 и Босс 4. Само собой, разные незначительные изменения в балансе и небольшие улучшения, касаемые вида башен. Не забуду упомянуть, что раньше Босс 3 отправлять в Версусе было невозможно, но это все-таки стало возможным в этом обновлении. Также была добавлена секретная волна, которая могла появиться с шансом 1 к 2000 в конце или в начале игры. Ну и как я говорил ранее, 4 на 4 долго не продержался и был удален из игры.
1 апреля Planet решает в шутку добавить золотого команду в лобби за бесплатно. Логично, что никакой башни там и в помине быть не может, но позже эта шутка переросла в реальность и башню правда выпустили в свет. Позже, 8 апреля, Зеду опять урезает стату, и теперь его лимит на поставку 4 на игрока. Кроме этого, ничего интересного не происходит до мая этого же года. Ведь уже 17 мая выходит обновление, которое наконец-таки дает Войду возможность использовать всеми нами известные обилки и добавляет его гвардианов. Кстати, в этом же обновлении не забыли затронуть нерф Зеда. 21 мая выходит очень интересное обновление, которое улучшает античит, где теперь нельзя отправлять лайтингов на первой волне или продавать чужие башни. Звучит бредово, не так ли? Соглашусь, но такое правда существовало и даже было запечатлено еще в июле прошлого 2017 года. И вот как это выглядело. Опять месяц затишья, и 27 августа состоялся релиз очередной новой башни, DJ. Еще одна саппорт-башня, которая также могла приносить скидку другим башням. Невероятно простой и очень полезный концепт. Вместе с DJ пришла и новая система игры в группе, Пати. Теперь они заменяют кастомные сервера, которые пробовали в игре год. Они, к слову, не были удалены до конца. Ну и дальше весь сентябрь по факту ничем не удивил. Были исключительные изменения в балансе, в которых, да, опять затронули Зеда, и в этот раз уже чуть ли не на каждом уровне. Лимит был опять увеличен до 5 на игрока. В этом же обновлении Войду понизили хп на 50 тысяч. И, конечно же, никак не забыть добавление самой короткой и сложной мапы в игре – Дэн Валей. 26 октября на свет выходит третий новый ивент – Хэллоуин 2018, геймплей которого вы можете видеть на экране. В этот раз Planet сделал сплэш-башню с эффектом огня. Вполне полезная башня и на данный момент является одной из лучших в определенных сценариях. Много об этом ивенте рассказывать нечего, ибо он получился не настолько интересным и запоминающимся, как предыдущие, и уже менее чем через месяц он заканчивается. Проходит пару месяцев, наступает 2019, и 10 февраля на свет приходит уже четвертый ивент, Winter 2019, геймплей которого вы сейчас видите на экране. Он приносит относительно неплохой тавер по виду с возможным потенциалом, но по итогу имеет ужасную статистику и полезен в максимально крайних случаях. Этот ивент выдался куда лучше и удачнее, он правда запомнился многим своей сложностью и ивентовыми боссами по типу Титана или Фрости. Позже, а именно через месяц, Planet добавляет новую карту Farmfields, и это была единственная карта, у которой был двойной шанс на появление в голосовании. Planet не упускает свою традицию и уже второй год подряд выпускает первоапрельское обновление. В этот раз этим обновлением стал золотой зомби, который из себя представлял вот это. После 1 апрельского обновления шла тишина на протяжении 4 месяцев, пока не наступило 10 августа, где Planet впервые выпускает масштабное обновление, которое многими считается больше, чем в 2020. И здесь настолько много изменений, что я не могу вставить их все в одно видео, поэтому пройдемся по самым интересным. Гвардианы теперь реально имеют пользу и могут станить башней в ближнем радиусе, их хп было увеличено с 12 тысяч до 18. Вместе с этим был добавлен самый бесполезный зомби на планете – Супер Слоу. Зомби, который выходил аж на 29 волне, имел 700 хп и максимально медленную скорость. Смысла от него не было от слова совсем, ибо выходил он слишком поздно и не представлял опасности. В 2020 его позже заменит более сильным зомби – Слаймом. Две новые волны, 39 и 40, были также добавлены в этом обновлении. И само собой, куда же без релиза новой башни, Плазма Трупера. Невероятно сильная башня, которая умеет таргетить нескольких зомби. Интересный факт, но на релизе Плазма могла ускорять зомби. И нет, это не баг, а реальная фича, которую позже вырезали из игры. Хансман. Также новая, очень имбовая башня, которую можно получить через турниры и по сей день. Ведь раньше в роли награды за победу в турнире выступал золотой командой, который, кстати, в этом же обновлении был выпущен как полноценная башня, для разблокировки которой требовалось 250 побед и 8500 кредитов. Вместе с этим в игру приходит и Golden Scout, которого можно получить при достижении 150 побед и оплате в виде 3500 кредитов. Ну и само собой, Planet не оставил новичков без ничего, и кроме ребалансов также выпустил бесплатную башню за код Твиттера. Вполне юзабельная башня с потенциалом при правильном использовании. 4 на 4 режим опять возвращается, но в этот раз уже навсегда, требует целых 50 побед на тот момент. Без новой карты в этом обновлении никак, поэтому был добавлен Swamp Piles, созданный с Круфусом и Кестутисом. Из важных изменений в балансе можно подметить очередное увеличение хп у Войда до 500 тысяч. Вместе с этим также не забывают в очередной раз затронуть Зеда и наконец-то найти ему идеальную цену в $5650. Также Патруль получил невероятный баф, который дал ему второе дыхание. Ну и вместе с ним ферму также доводят до идеала с помощью нерфа стоимости 4 и 5 уровня. По итогу это было последнее обновление в этом году, так как на замену Tower Battles пришла новая Tower Defense игра, Tower Defense Simulator, которая скорее всего погубила всю мотивацию Планета и в моменте казалось, что он начал сдаваться. Но уже в начале следующего года начинают проскакивать упоминания об обновлении в виде ревампа.
Надежда умирает последней, и уже 18 июля 2020 года Planet наконец-то объявляет дату выхода обновления за 4 дня до него. И вот, 22 июля, долгожданное масштабное обновление с полностью приписанным кодом наконец-то выходит в свет и набирает большую популярность. Так же, как и с прошлым обновлением, здесь настолько много изменений, что стоит пройтись только по самым значимым. Игра приобрела совершенно другой вид. Обновленный интерфейс, анимация башен и зомби, обновленный дизайн, улучшение геймплея и так далее. Две новые башни, коими являются Enforcer и Marksman, стоимость которых 1100 и 900 кредитов. Новые карты также не заставили себя долго ждать, и в этот раз их целых 12, считая ремейки уже существующих карт. Hellastic, Intimidator, Canyon и Wasteland. Ну и также 8 переделанных карт, которые вы можете видеть сейчас на экране. Изначально бесполезный Суперслоу был заменен слаймами, которые впервые спавнятся на 26-й волне и уже явно представляют опасность. В этом обновлении также были добавлены эндбрингеры, направленные на невозможность обеим командам получить триумф в Версусе. Вместе с этим обновили спавны Войда и Некромансер босса, теперь они спавнят своих зомби вместо уже существующих в игре. Также не забыли затронуть Версус, ведь теперь в Версусе есть техникалы, которые не позволяют проиграть или выиграть до 8 волны. Кроме Версуса, также было затронуто выживание, где теперь начальное количество кэша и лимит поставки башен базируется на количестве игроков в матче. Ну и также невероятно большое количество изменений в балансе, которые все в одно не вместятся, и поэтому пройдемся опять по самым значимым из них. Golden команда получил сильные бафы и поднялся в стоимость в 2 раза, так как имеет лимит поставки в 4 на игрока. Да, изначально было именно так, но уже через день лимит стал 6. Не забывают опять в очередной раз затронуть Зеда, но в этот раз в лучшую сторону, так как этот баланс вполне себе закрепился и до сегодняшних дней. Его лимит на игрока снова 5, но слегка увеличенная цена на все уровни. И по факту это все изменения, которые мы могли затронуть в этом обновлении. Дальше после этого обновления пойдут не сильно значимые изменения в балансе, пока не наступил очередной Хэллоуин. Ведь 24 октября 2020 года выходит очередной ивент Хэллоуин 2020, геймплей которого вы сейчас видите на экране. На тот момент он считался поистине сложным, а также приносил босса, по которого впервые было больше войда аж на 200 тысяч. Очень хорошо проработанный ивент также принес одну из самых лучших ивентовых башен в игре — Грейвярд. Невероятно сильный спавнер, за которого ивенты полюбили многие. Проходит пару месяцев, и 25 декабря выходит зимнее обновление, но в этот раз без ожидаемого всеми ивента. В нем также вновь меняют дизайн интерфейса, башен и слегка переработанные анимации. Также не забывают добавить несколько новых карт, коими стали Way Out, Саванна и Вердун. Дополнительно две старые карты также получили ремодель — Military Base и Borderlands. Дальше ни слова ни духу, кроме первоапрельского обновления, где добавили обезьяну и убрали через день. Практически весь год игра не получала никаких изменений, но и разработка не стояла на месте, и иногда мы получали сливы грядущего обновления по типу скинов и новой уникальной башни. И вот уже 28 октября 2021 года выходит долгожданное обновление, которое принесло за собой много очередных ребалансов, скины и новую башню анархиста, который нацелен быть полезным исключительно в Версусе, чтобы саботажить своих оппонентов. 12 ноября выходит минорное обновление, добавляющее еще больше скинов, а также увеличение наград в Версусе до 125 кредитов за победу. 21 ноября этого же года неизвестные эксплойтеры умудряются поставить в магазин эксклюзивные скины, недоступные публике за 9999 кредитов. Но продлилось это веселье недолго, так как уже на следующий день это пофиксили, а сам Planet предложил возможность рефанда купленных скинов до грядущего обновления. 23 декабря выходит обновление, где из нового в принципе ничего не было, за исключением новой лимитированной башни сноуболлера и парочки сезонных скинов. Наступает 2022 год, и Tower Battles так и не получил никаких ивентов в прошлом году, и казалось, что следующий ивент еще не скоро. Но Planet не заставил нас долго ждать, и 21 января он постит скриншот с надписью W22 Soon. Проходит немного времени, и 26 января ивент Winter 2022 наконец-то выходит в свет, геймплей которого вы можете видеть на экране. Вместе с ивентом он приносит нам еще одну из самых сильных ивентовых башен — Харпун Хантера, который в состоянии замедлять абсолютно все, если его игла долетит до цели. К сожалению, каким бы хорошим ивент не был, он на удивление получил немало хейта, ведь это была его не первоначальная версия. Очередная тишина, где помимо первоапрельского скина ничего не происходило, обновление в Tower Battles выходит все реже и реже. Но 4 июля Planet из ниоткуда выкатывает долгожданное обновление, которое было очень большое в плане баланса и изменений касаемо Версуса. Как и всегда, коснемся только самых важных изменений, первым из которых является добавление возможности отправлять босс 4 и некромансер босса в PvP. Это маленькое обновление нереально изменило все понятие о Версусе и изменило абсолютно всю мету. Также наконец-то были добавлены бинды прокачки и продажи для башен, что значительно упростило и улучшило игру в то же время.
Касаемо балансов, подметить, если честно, нечего. Да, изменений было ну уж слишком много, но сильно значимых, к сожалению, так или иначе нет. И вот мы плавно подходим к последнему обновлению, вышедшее аж более чем через год, а именно ночью 28 октября. Обновление это буквально старый Хэллоуин 2020, портированный под новую версию, а также возвращение старых Хэллоуин башен, Хэллоу Бумера и Грейвярда, которые получить можно с помощью новой ивентовой валюты — конфеты. Да, это не совсем последнее обновление, ведь в 2024 году вышел первоапрельский скин, но разве это можно считать за обновление? Не думаю. И поэтому в уже наступившем 2026 году все, что нам остается делать, так это надеяться на скорейшее обновление, ведь оно обещает быть самым масштабным из-за полностью переписанного кода игры и большим наплывом нового контента. На этом все. Спасибо, что посмотрели, и скоро увидимся.